Всем привет, и в этом видео, как когда-то давно обещал, я займусь постройкой циркулярного стола. Как по классике, его я буду собирать на базе ручной дисковой пилы. В моем случае это не особо мощная пила Makita HS7601 с диском на 190 мм. Забегая наперед, скажу, для стола лучше брать пилу помощнее, ватт так на 1800 и более, запас мощности лишним не будет. Чтобы расширить функционал стола, в дальнейшем я планирую дооснастить его фрезером. Кому данная тема интересна, советую подписаться на канал, чтобы не пропустить. Ну и конечно же, я был бы не я, если бы сначала не проработал всю конструкцию в SketchUp. Честно говоря, не понимаю людей, которые при работе над своими проектами до сих пор не используют хотя бы простые системы автоматизированного проектирования, сокращенно говоря SAPR. Даже такая простая и не совсем предназначенная для таких задач программа SketchUp позволяет здорово облегчить труд по разработке вашего проекта, избежать возможных косяков, переделок и самое главное порчу материала. Кстати, кому интересно, зарисовку с размерами моего стола я как всегда размещу в конце видео. А скачать файл с полноценной 3D моделью вы как всегда сможете в моей группе ВКонтакте в разделе «Документы». В качестве материала стола я решил использовать ламинированную фанеру. Как по мне, это максимально стойкий, стабильный и доступный вариант, который не должен бояться перепадов температуры и влажности в неотапливаемой мастерской. Для распила с минимальным количеством сколов буду использовать пильный диск Bosch по алюминию на 54 зуба. Для распуска листа лучше всего использовать дисковую пилу совместно с шиной, которой у меня нет. Вместо нее воспользуюсь отрезком профильной трубы и струбцинами. Частота реза от этого диска мне понравилась. Следующим этапом размечаю и нарезаю профильную трубу на отрезки. Основной каркас будет сварен из профильной трубы 20 на 20 со стенкой 2 мм. Чтобы точно выставить каркас, необходима ровная плоскость, которой у меня в гараже нет. Базироваться буду по двум профильным трубам, которые были выведены по уровню в горизонт с помощью подкладок. Выставляю каркас и собираю на прихватки. Замеряем диагонали, если все ок, можно обваривать. Для точного выставления промежуточных элементов в качестве упора очень удобно использовать уголок. Когда каркас сварен, сварочные швы зачищаю. Толщина ламинированной фанеры в моем случае 12 мм. Для циркулярного стола этого недостаточно. Для увеличения толщины два листа я склею между собой. По возможности лучше, конечно, сразу использовать фанеру необходимой толщины, но у меня в магазине такой не оказалось. Для лучшей адгезии поверхность шершавлю, но еще лучше верхний ламинированный слой снять полностью. Склеивать листы буду на эпоксидную смолу.
Для защиты от смещения по углам вкручиваю несколько саморезов. Укладываю лист на каркас и хорошо нагружаю всем, что попадет под руку. Чтобы избежать прогиба в центральной части, в качестве подпорки установлю домкрат. Когда смола полностью отвердеет, лист торцую и вывожу в размер. Тут очень важно соблюсти правильную геометрию будущей рабочей поверхности циркулярного стола. Тщательно вымеряю диагонали, чтобы в итоге все углы получились точно 90 градусов. Из листового металла толщиной 3 мм вырезаю полосу, в моем случае шириной 65 мм. Острые заусенцы очень удобно снимать с помощью шабера. Кому интересно, ссылку, где купить этот замечательный инструмент, я оставлю в описании. Там же будет ссылка и на данный разметочный штангенциркуль, а также другие полезные инструменты из этого видео. Закрепив полосу струбцинами, через пилотные отверстия сверлю основной каркас. Временно прихватываю полосу на несколько заклепок. Используя 15-ю профтрубу в качестве проставки, выставляю профильную трубу 30 на 20 параллельно основному каркасу. Данная труба будет выполнять роль направляющей для параллельного упора. Выставляю столешницу параллельно направляющей и сверлю отверстие для фиксации. Отверстие зинкую. Размагнитить намагниченный инструмент поможет данная приспособа. Ее я брал на Али. Для плотного прилегания столешницы обязательно снимаю заусенцы. Отверстие в полосе рассверливаю так, чтобы шляпка самореза свободно проходила. Для изготовления каретки возьму 25 уголок с толщиной стенки 4 мм, размечаю и нарезаю. В одном из уголков делаю окошко под указатель. Свариваю уголки в П-образную конструкцию.
Внутренний шов я зачищал ребром нового 6-мм зачистного диска. Сверлю 6 регулировочных отверстий и нарезаю в них резьбу. Верхние М8, боковые М6. Из двух кусочков фольги толщиной 10 мм делаю проставку для параллельного упора. Параллельный упор, как и направляющая, будет сделан из профильной трубы 30 на 20 с толщиной стенки 2 мм. Делаю отверстия для фиксации указателя и нарезаю в них резьбу М3. Профиль параллельного упора максимально точно выставляю, а после привариваю. В случае необходимости небольшие отклонения можно будет подкорректировать с помощью регулировочных винтов. Изначально для фиксации упора хотел сделать эксцентриковый прижим на подшипниках, но после отказался от этой идеи и выбрал более простой и надежный вариант с прижимным винтом. Забегая наперед, скажу, такое решение оказалось крайне удачным и в работе показало себя просто отлично. Гайку и болт использую М10. В качестве ручки идеально подошла шестерня, которая валялась без дела. От чего она, я понятия не имею, но ручка из нее получилась очень удобной и ухватистой. Определяю место расположения циркулярной пилы. Чтобы увеличить высоту пропила готового циркулярного стола, подошву пилы необходимо утопить в поверхность стола. Делать выборку буду с помощью фрезера. Из обрезков ДСП на двухсторонний скотч собираю рамку. Дополнительно прихватываю струбцинами и можно приступать к фрезеровке. Опыта работы с фрезером у меня мало, а потому обойтись без косяков не удалось. Когда углубление под подошву пилы готово, переворачиваю столешницу и аналогичным образом делаю проем под вкладыш нулевого зазора.
Чтобы пилу можно было опустить на всю глубину, делаю выборку под двигатель. Крепиться пила будет посредством прижимов, сделанных из обрезков металла. Чтобы иметь возможность использовать на столе торцовочную каретку и другие приспособления, с AliExpress были заказаны Т-треки на 600 мм и ползун. Очень понравилось качество их изготовления. Алюминиевый профиль имеет толстую стенку, а вся поверхность анодирована. Ползун также сделан добротно и имеет винты для выбора люфта. Кому нужно, ссылку на продавца, у которого их покупал, оставлю в описании. Делаю выборку под Т-треки. Фрезу использую также китайскую. Отвечу на вопрос, почему я работаю без пылеотвода. Все только ради вас, чтобы процесс фрезеровки вам было хорошо видно. Посадка Т-треков в паз получилась достаточно плотной. Тридцать второй уголок. Он будет в качестве поддержки дальней части параллельного упора. В упоре делаю отверстие под тот самый опорный болт и ввариваю туда гайку. Циркулярный стол я хотел сделать мобильным, быстроразборным, а главное легким. Именно поэтому ножки решил сделать из 20-й профтрубы. Для большей устойчивости сделаю им разводку в стороны под некоторым углом. Если стол будет стоять стационарно, то ножки лучше будет сделать из трубы большего сечения. Так вся конструкция получится гораздо жестче. Крепиться ножки будут на болты М8.
Для регулировки по высоте ввариваю гайку М10. Вкладыш нулевого зазора будет из ламината. Вырезать его можно и вручную, но станок с ЧПУ сделает это гораздо точнее. Посадка вкладыша получилась в небольшой натяг, а это именно то, что нужно. Из металла толщиной 2 мм сделаю корпус электрики. Чтобы согнуть толстый металл, по месту гиба делаю надпил. Для удаления краски воспользуюсь коралловым кругом. Гну, а после провариваю. По углам ввариваю небольшие кусочки 8 квадрата. Чтобы избежать смещения при сверлении, крышку прихвачу на пару точек. Отверстие под розетку сделаю с помощью биметаллической коронки на 55 мм, купленной на AliExpress. Чтобы коронки служили долго, очень важно работать на небольших оборотах, а вместо реза подавать масло или сож. Отверстие под кнопку сделаю с помощью бормашины. Срезаю прихватки и отделяю крышку. В отверстиях нарезаю резьбу М4. Снимать заусенцы внутри отверстий также удобно с помощью шабера.
Для крепления коробки привариваю уголок. Коробка с выключателем будет переставной. При работе на циркулярной пиле она будет располагаться слева. При работе на фретере ее можно будет очень быстро переставить в правую часть и наоборот. Чтобы провода не висели как попало, на каркасе закреплю вот такой многоразовый хомут. Такие хомуты используются в автомобилях для фиксации проводки. Произвожу предварительную сборку стола. Никаких недочетов не выявлено, а значит, стол можно разбирать и готовить под покраску. Окончательно приклепываю все детали на заклепки. Все поверхности хорошо шлифую, а после обезжириваю. Поверхности трения, куда краска попасть не должна, заклеиваю лентой. Для грунта использую пульвер с дюзой 1,8 мм. А пока грунт сохнет, завороню мелочевку. Для этого буду использовать льняное масло. Разогреваю деталь до серо-синего цвета и погружаю в масло. Вот какой вид приобрели детали после воронения. Грунт высох, можно красить. Красить по загрунтованной поверхности одно удовольствие. Чтобы параллельный упор сильнее выделялся, покрашу его в оранжевый цвет. Для небольших объемов очень удобно использовать такой миниатюрный краскопульт. Кому нужно, ссылку на него также дам в описании. Розетку также покрашу. Для хорошей адгезии поверхность обработаю скотч-брайтом. От толстого куска оргстекла отрезаю небольшую заготовку. В ArtCam создаю управляющую программу. Чтобы случайно не испортить материал, тестовый прогон делаю по дереву. Обнуляюсь и запускаю станок. Кстати, для тех, кто не видел, видео с постройкой этого ЧПУ станка есть на канале. И вот какая деталь получилась в результате фрезеровки. Полирну ее пастой Гои. Напоследок наношу риску, которая и будет выполнять роль указателя.
Все детали высохли, можно собирать. Чтобы все было как полагается, в корпусе сверлю отверстие под винт заземления. К тому моменту обжимные клеммы мне еще не пришли, а потому провода залуживаю и готовлю подпайку. Усаживать термоусадку очень удобно с помощью такого небольшого фена. Кстати, заземляющего контакта на вилке циркулярной пилы нет, так как она имеет двойную изоляцию. Тем не менее, вывести заземление на розетку и металлический каркас циркулярного стола лишним точно не будет. Ну и конечно же, чтобы все работало, подводящий провод должен быть из 3 проводников, а вилка иметь заземляющий контакт. Возможно, кто-то скажет, зачем я делаю заземление, если в большинстве гаражных кооперативах, включая мой, его просто нет. Но этот вопрос я решил, и для своего гаража на улице я сделал свой собственный контур, так что с землей в сети у меня проблем нет. Настоятельно рекомендую ради собственной же безопасности в любых подобных самодельных станках использовать пусковые кнопки с магнитным пускателем. В случае внезапного отключения электричества и повторном его появлении, данная кнопка не даст инструменту самопроизвольно запуститься, пока вы сами на нее повторно не нажмете. Выпускаются такие кнопки в различном исполнении. Такой вариант защиты от брызг на циркулярном столе не особо удобен, и его я заменил на кнопку с большой красной клавишей выключения. Кому нужно, ссылку на такую кнопку оставлю в описании. Кстати, розетку лучше использовать двойную, чтобы иметь возможность включить в нее пылесос. Прикручиваю Т-треки, их посадка в пазы получилась плотная, а потому никаких клеев я не использовал. В параллельный упор вкручиваю регулировочные винты. С помощью 4 болтов регулируется параллельность упора относительно пильного диска. 2 верхних винта регулируют его наклон относительно столешницы. Такой вариант крепления пилы я считаю не самый лучший. Если у вас есть более удачные идеи, то обязательно напишите в комментариях.
Вкладыш нулевого зазора выставляю вровень с поверхностью стола с помощью шайб подходящей толщины. Вкладыши я сразу сделал несколько штук. Один будет для пиления под углом 90 градусов, а другой под 45. Для фиксации кнопки пилы в нажатом положении отлично подошел ремешок от китайской экшн-камеры. Постепенно поднимаю пилу, прорезаю вкладыш. Чтобы вкладыш не вылетел при работе, сделаю фиксирующий штифт, а с другой стороны винт М3. Для точного выставления необходимого угла пильного диска на AliExpress заказал электронный угломер. Из ламината делаю накладки на параллельный упор. Небольшой, но немаловажный момент. Параллельный упор не должен касаться поверхности стола. Он должен над ней парить на небольшом расстоянии, в моем случае около 1,5–2 мм. Крепиться накладки будут на винты М5 с головками Pattaya. Прикручиваю на место указатель из оргстекла. Чтобы иметь возможность производить точную подстройку, крепежные отверстия имеют продолговатую форму. Все там же на Алике были куплены две самоклеющиеся линейки на металлической основе. На одной нумерация идет справа налево, а на другой слева направо. Указатель устанавливаю в центральное положение и подвожу упор до касания с пильным диском. Здесь будет 0. Наклеиваю ленту, предварительно обезжирив основание. Аналогичным образом наклеиваю линейку с другой стороны. Для хорошей склейки ее можно прогреть феном. Циркулярный стол готов, теперь займусь изготовлением торцовочной каретки. Делать ее буду из 18-й фанеры.
Напиленные заготовки склеиваю между собой для увеличения толщины. Когда клей высохнет, детали торцую и вывожу в размер. Вкладыши для Т-треков будут сделаны из фанеры толщиной 8 мм. Вырезаю с запасом по ширине, а после за несколько проходов вывожу в размер. Когда в плюсе остается 1/10, подгонку произвожу с помощью наждачки и бруска. Добиваюсь свободной, но без люфтовой посадки. Основание каретки будет из все того же листа ламинированной фанеры. Укладываю металлические полосы в качестве подкладок, чтобы приподнять вкладыши над уровнем стола на время склейки. Наношу клей и хорошо прижимаю. Т-треки я сбрызнул силиконом на тот случай, если вдруг туда вытечет клей. Выступивший клей удобно удалять стаместкой. Для точного выставления упора понадобится резьбовая шпилька. На то, что она у меня сварена из 2 отрезков, не обращайте внимания, это значения не имеет. Наношу разметку под отверстие. Кому надо, ссылку на такую линейку оставлю в описании. Наношу разметку и засверливаюсь под крепеж. Закрепляю дальнюю часть упора. Основную упорную часть перекручиваю только на один саморез. Это необходимо для дальнейшей точной настройки. Устанавливаю каретку на место. В проделанное ранее отверстие завожу шпильку. Упор максимально точно выставляю и фиксирую в этом положении, затянув гайки. Делаю пропил в каретке, постепенно поднимая диск до максимального положения. Для точной настройки перпендикулярности упора к пильному диску буду использовать панель DSP. Подробное видео с максимально понятным объяснением данного способа можно посмотреть на канале Владимира Жиленко или Олега Певцова. Чтобы точно настроить каретку, пришлось сделать немало резов. Когда упор выставлен, сверлю отверстие для окончательной его фиксации. Кстати, кто в теме, напишите, стоило ли в данном случае заменять саморезы на конфирматы.
Ну вот, пожалуй, и все. Стол готов. Фиксация упора получилась очень простой и надежной. Использовать упор можно как с правой, так и с левой стороны от пильного диска. Указатель из оргстекла за счет своей толщины работает как увеличительное стекло и позволяет выставлять размер точно по разметке. Упор не касается поверхности стола, опирание идет по 3 точкам, которые можно регулировать. Торцовочная каретка перемещается свободно. Такое положение выключателя оказалось очень удачным и позволяет производить отключение пилы нажатием бедра. Это особенно удобно, когда руки заняты. Под рост 1,85 м, оптимальная высота столешницы примерно 90-92 см. Длина столешницы 600 мм, ширина 1 метр. Если габариты мастерской позволяют, а мобильность не нужна, то стол лучше делать большего размера. Внешние размеры каретки 600 на 600 мм. Высота упора 100 мм. Пильный диск находится на расстоянии 350 мм от края. Первый Т-трек 200 мм от края. Расстояние между треками шутка про тракториста. Максимальный размер заготовки, который можно отпилить в крайнем правом положении параллельного упора, составляет 550 мм и 250 мм с левой стороны от пильного диска. Замена диска производится достаточно легко. Отвожу пилу в крайнее положение и снимаю вкладыш. Блокирую вал и откручиваю фиксирующий винт. Ну а теперь можно немного пильнуть. Устанавливаю необходимую высоту пильного диска. Насколько я понял, правильная высота равна толщине заготовки плюс высота зуба. Выставляю размер и фиксирую упор. Подключенный пылесос позволит собрать какую-то часть пыли. Если у вас так же, как и у меня, нет опыта работы на циркулярной пиле, то настоятельно рекомендую сначала посмотреть видео Михаила с канала Hardwood о технике безопасности на циркулярных пилах. Следующие кадры я не стал вырезать специально, чтобы вы видели, какие опасности могут вас подстерегать при работе на пиле. Мне повезло, что лист фанеры остановила сварочная тележка в другом конце мастерской, а не я. В общем, при работе будьте предельно внимательны и учитесь на чужих ошибках. С тонкой фанерой все понятно. Попробуем пильнуть ЛДСП на торцовочной каретке. Тест угольником показал, что каретка отстроена точно и имеет угол 90 градусов. При работе обязательно используйте респиратор и защитный щиток. Поработав некоторое время, могу сказать, данным циркулярным столом я остался очень доволен. Да, с настройкой всех углов пришлось немало повозиться, но результат того стоил. Из недостатков могу лишь отметить слабую систему пылеудаления, но благодаря этому при необходимости я имею возможность буквально за минуту снять пилу со стола и использовать ее как ручную циркулярку. В дальнейшем в этот стол я планирую установить фрезер, а также изготовить упор с изменяемым углом на базе этого ползуна. Для тех, кто решит повторить данный проект, вот небольшие зарисовки с размерами. Полную 3D-модель вы, как всегда, сможете найти в моей группе ВКонтакте. Ссылки на различные полезные ништяки с AliExpress я оставлю в описании под видео. Если вам нравятся видео подобного плана, то вы сами знаете, что нужно делать, чтобы они выходили чаще. Также обязательно пишите комментарии, что еще можно улучшить. Мне будет интересно их почитать. Ну а пока, всем удачи и добра!